Всем привет, друзья! Это канал Tracker in Scandinavia. Мы начинаем в понедельник, 8 апреля, с города Сорселя и выдвигаемся в сторону Бода. Включаем GPS. Вот у нас с помощью USB такие GPS датчики. На выходной я просто его выключаю, чтобы он, во-первых, не горел и лишнее мне не тянул батарейки, потому что мой вот этот вот компьютер жрет капитально, просто капитально, так как он игровой. Жрет он у меня нормально батарейки. Если запускаете еще чайник, тоже чайник очень хорошо тянет. Чайник, насколько-то я смотрел как-то, на, по-моему, 1200. 1200 как бы пишет. Да, но и плитка будет на 2. Ну, я не знаю, как бы на конвертерах то, что пишут 3000, это, конечно же, вранье может быть еще. Поэтому я надеюсь, что он потянет плитку. Так, и в телефоне также мы включаем приложение, чтобы у нас заработал GPS, чтобы на фирме могли, только зайдя в приложение, смотреть, где и что, а то потеряют, бедолаги будут звонить, беспокоиться и так далее. Вот мои все задания, у меня 3 разгрузки и загрузка мусором в Бода. Ну вот, 3 выгрузки будет в Фауске и 2 Бода. Это все на вторник. И пока мы с вами мчим по сокращенной дороге, вспомним, как же проходила у меня зима 2023-2024. Ритейл едет нам навстречу. Может, там скандинавский бродяга какой? Нет, это был не скандинавский бродяга. А мы подъезжаем к городку Арьеплок, который у нас выводит нас на 95-ю дорогу, которая идет в сторону Юнкердаля в Норвегию. То есть наш сокращенный путь завершается. И, значит, по поводу документов моих, что меня ждет, пока ничего еще не понятно. Связались они с этой бабой, которая занималась документами, полячка.
ну, мои шефы связались с ней, отправили ей нотариально заверенные мои права. Они тоже там сами это все сделали, не буду вдаваться в подробности, то есть без моего участия. И та сказала, что, возможно, документы будут в начале мая, то есть к концу визы, либо же до середины мая, как-то так. Короче, что я пока что делаю? Я ничего не делаю, я просто жду. И если уже на момент 5 мая не будет конкретной информации, то я поеду домой и подамся на визу рабочую. С визой рабочей тоже не все так просто, потому что приглашение первичное, которое у меня делалось, оно действует у меня до 31 декабря 2024 года. То есть визу на год я уже не смогу сделать. Но там на полгода хоть сделают мне ее как-то так, наверное. Тоже непонятно. Вот такие вот встречаются ходунки. Ну и Ковритель тоже затормозил, увидел. И я затормозил. Вот. Откуда и куда она идет, это вопрос, конечно же, хороший. Но заметьте, как нас учили в детстве, что если мы идем по проезжей части, нету тротуара, мы идем навстречу движению, по той полосе навстречу движению. То есть все правильно идут. Ну, обычно все, кто такие ходят, они ярко одетые в любом случае. Вот, чтобы их было очень хорошо заметно. Чего не хватает нашим кадрам, которые иногда в темноте рассекают вообще без одного опознавательного знака и в темных закоулках нашей страны. Такое ощущение, что сегодня выходной день. Сколько еду, только вот, наверное, машины 3 мне навстречу ехало. И одна из них со мной поздоровалась, возможно, подписчик. Если смотришь, то напиши комментарий. Литовская вроде бы фирма, если я ничего не перепутал, потому что табличка стояла Вильнюс на лобовом стекле, больше я ничего не смог разглядеть. Не успел. Вот так. И у меня новость. Моему хорошему товарищу, с которым мы очень давно знакомы, еще с времен Крейса в Скандинавии, когда работали, у него небольшая транспортная компания в Польше, и ему нужны водители. Водители берутся из всех стран, как из Беларуси, так и из Узбекистана и Казахстана. Должен быть у вас небольшой опыт, чтобы вы просто хотя бы даже понимали, куда вам нужно крутить руль. Значит, условия какие? Работа по Европе на Тенте. У него несколько машин. Стажировка по 45 евро, если вам она нужна, если вы без опыта. Если вы с опытом, то испытательный срок по 70 евро. То есть тоже, если вы быстро за месяц все начинаете делать хорошо, то переходите с испытательного срока на обычный и работаете уже за 80 евро. Также предусмотрены бонусы за километраж. То есть, если вы хотите работать, вы будете выезжать все свое время, то есть за неделю, и будете наматывать километры. И у вас будет выходить и 85, и 90, если вы этого хотите. В общем, остальные моменты пишите в комментариях, спрашивайте. И также я оставлю в описании. Кто не понимает, где ссылки на мои соцсети, это находится в информации о канале. YouTube немножко это изменил, и мне кажется, это стало еще проблемнее некоторым находить эту информацию. Поэтому я в описании оставлю 2 ссылки на Telegram и на Контакт. Вот. У меня еще Facebook, но там очень неудобно общаться мне. Поэтому основное общение в Телеграме. И вот, кстати, тут хотя бы создан какой-то рабочий вид, работают. И я теперь хотя бы понял, что сегодня понедельник и сегодня рабочий день. Вот, очень давно я не видел людей, которые работают. Вот. Значит, все, ссылки оставлю, пишите, кому интересно, расскажу подробности, моменты и так далее. Значит, первичное собеседование через меня. Ну и затем, если все всех устраивает, я даю контакт этого человека, и вы с ним связываетесь и обсуждаете уже моменты, которые вам еще там
нужны. Ну или уже по документам начинаете оформляться. Помимо сезона паводков, уже сейчас в Норвегии открыт сезон оползней. Обратите внимание, на горах какие ледяные глыбы. И вот они зачастую обваливаются и перекрывают дороги. Я не попадал конкретно, вот чтобы я вперся в закрытую дорогу в моменте, когда произошел оползень, но проезжал, где уже было расчищено все по краям, то есть с дороги большие куски камней были убраны, ну, камней, льда, и только по такой, по мелочи как бы проезжали. Я не помню, где это было это в западной, на двухзначной дороге в западной Норвегии. Время у нас 18:35. Ну, еще мне 5 минут доехать до паркинга и припарковаться. Будет 18:40. Понедельник, день короткий. Потому что я в субботу сделал половину работы. А мог бы в пятницу еще остановиться, например. И мне пришлось бы и в воскресенье вечером проехать. И еще и понедельник целый день. Станем вот сюда. Понедельник у нас прошел успешно и удачно. Вот, впереди еще у нас как минимум 4, а то и 5 рабочих дней. В Норвегии вода самая чистая из всех стран. Спокойно ее можно пить, она лучше, чем питьевая у нас, продаваемая в бутылках в наших странах, это 100%. Вторник начался у меня в 8 утра. Я проснулся даже не по будильнику, из-за того, что начали соседи у меня тарахтеть, один, второй. Ну, в целом нормально поспал, сейчас у нас 8:43, 14 часов я уже стою. Да, кажется вам, что на расслабоне все, но сегодня уже полноценный день будет. 3 выгрузки, 1 загрузка. Ну и полный рабочий день, полная смена. Но сегодня у нас еще Лига Чемпионов. И мой любимый клуб Бавария играет с Арсеналом в 1/4 Лиги Чемпионов. Едут они в Лондон. Последние игры моей команды так себе. Но сегодня вся надежда реабилитироваться и наказать наглых англичан. Подкрался к первой своей разгрузке. Элкьёпфауски. Магазин электротехники. Выгружать будем холодильники, стиральные машины.
что ж, вот эта вот бижутерия вся, которая в ящике, так как у меня только один ящик сбоку. Приходится возить его в прицепе. Щиты, которыми груз перекрываем иногда, то сейчас они у меня стояли здесь сзади все. Вот. Ну и все, палеты рохли. Все, что без палет, сгружаются на палеты. И мы вместе с работником склада их составляем на палеты. То есть и выгружаем потихоньку это все. Это единственная выгрузка, где вот так вот нужно нам участвовать. Это условие. Ремонт дороги, который давным-давно уже длится. И пока стоишь, есть возможность полюбоваться пейзажем. Шикарным, конечно. Как всегда. В лучших традициях Норвегии. У нас 10:42. Я движусь на вторую выгрузку. У меня всего лишь тонна 300 веса выгрузить. То есть это означает, что это совсем чуть-чуть. Это совсем чуть-чуть. То есть я там должен быстро справиться. В чем прикол? Почему быстро справиться и зачем? Загрузка мусором работает до по-моему, до 15:30. Так. Интересная выгрузка, что я не знаю никогда, как здесь правильно открывают двери. Вон ко мне идет человек, сейчас распломбирует и подскажет, куда мне становиться. Получается, приезжаешь к воротам, нету ни номера телефона, ни звонка, чтобы кто-то открыл. Ждешь. В этот раз вообще чувак сзади ехал, вот на этой скании, и просто открыл мне, подошел в ворота. И также потом, ну, то есть в теории этот чел, он должен видеть по камерам и вылазить в нужный момент, выходить в нужный момент, потому что тоже нету там ни звонка, ничего. Если тебя не увидели, будешь стоять, значит. Рампа 0, кстати. Прикол такой в ней, что это 0. Обычно моя первая, она занята этим белым прицепом. В этот раз, так как груза мало, решили на другую рампу. Но это у них какая-то специальная, она всегда такая, типа экспресса. Так, пойду выгружаться. За 10 минут управлюсь. 11:15. Так, сколько я там говорил? Немного не вложился, да, или вложился? Номер телефона нам нужно будет, если там на улице никто тусоваться не будет. Тут номер телефона есть. Тоже мне его сейчас нужно записать, чтобы больше
мне его. Здесь вот такие две рампы. Так, пока машин нету. L-Kyob плюс 47. Это код Норвегии. 417 20 314. Вот я уже звонил. И мы звоним, говорим, что мы приехали. Ребята, я вас жду. Потому что они должны вынести мне ножницы, чтобы чикнуть мне пломбу. Ну а я сразу занимаю позицию, чтобы мне... Hello, delivery from El Gigant. Metal, I need metal sacks. Metal sacks. Plomb delayed. Yes. Okay. Okay. Вот вы были сейчас свидетелями моего суперского английского. Metal Sacks, это вроде бы как по-норвежски, но он меня сам не понял, что я хочу от него. Потом, когда я сказал Delayed Plomb, он сам повторил Metal Sacks. Такой, да, точно. Как это я мог не понять, что ты от меня хочешь? Все, сказал, через 5 минут выйдет. И задача, кстати, моя здесь еще. Снять еще две пломбы, которые у меня сбоку. У меня же боковые двери, и мне нужно снять... Так, все пломбы. Чтобы на загрузке я сейчас открыл спокойно двери. Ужас. Это все за утро, чтобы вы понимали. Хорошо, когда нету машин. Второй машины. Не надо выцеливать до сантиметров. И, значит, сказали мне, жди, стой. В документах написано, что выгрузка с часу до 4 вечера. Вот он говорит, я в час и приступлю выгружать. Ну, а я пока схожу вон туда, в автосалон, посмотрю на машинки. Wrangler Rubicon. Еще не так давно он стоял в салоне, новенький. А сейчас кто-то его купил. Смотрю, поставили фары. 2 дополнительные. Ну, пойдем посмотрим, что внутри. А внутри мы видим Mercedes нас встречает, такой древний. Я такой первый раз вижу. Это мини-автобусик такой. Интересный. Все тачки открыты, можно садиться. Садиться и смотреть. Ага, я думаю, что оно, оказывается, движется здесь. Во как. А вот это та, которую я через стекло видел. Это у нас DS4. Цена 36 тысяч евро. 225 лошадиных сил. 1600 объем. Вес-то был, непонятно. Мордочка такая серьезная у нее.
Салон открыт. Сидуха также крутая. Ну, четко придумано, четко придумано. Ничего не скажешь. Я решил поближе остановиться к Kia. И это спецверсия GT. 21 колеса. Смотрите, какие диски с суппортами. EV6. Салон, да. Тут ковши стоят. Конкретные спортивные ковши. Очень прикольные. И, да, GT коврики, все дела. Kia прорекламирую. Ну, Kia на самом деле тоже стартанула очень уже далеко от своих конкурентов и делает качественные давным-давно машины. Но руль, да, скос хорошо, но какое-то что-то нелепость, да? Как вам руль? И кнопка GT, знаете, такое ощущение, что она должна улететь, как ракета. Насколько я понял, 585 лошадиных сил в ней. Так, ну что, жила она у нас. Language, русский есть или нету? Есть русский. Так, еще мне тут нажать теперь, вот это она может. Язык изменен, отлично. В Норвегии в шоке будут, когда придут в эту машину. Так, запас хода. Не пишет нам запас хода. Ладно, я хотел на самом деле открыть багажник. Но он почему-то не открывается. О, открылся. Вау, ничего себе, здесь пружины стоят. Конкретные. Вот так. Кстати, сзади тоже просторно. Очень даже просторно. Подогрев сидух, подлокотник. Прикольная машинка, конечно. Так, я так понял, я ее сейчас заведу вообще, да? Но я ее хочу выключить наоборот. Нет, все, выключил, отлично. Цена этой максималки, я так понимаю, это у нас топ из топов. Считайте, 67 тысяч евро. Вот ее характеристики, полный привод. Я так понимаю, HK по-норвежски это у нас лошадиные силы будут 585. Или нет, не знаю. Не уверен. Вот такой вот у меня колхозный перекус. Булка, огурец и рулет такой польский. Тоже сроки подходили к концу, поэтому надо было его уничтожить. Короче, холодный у меня. Холодный сегодня обед под сериал. 15:20 на часах. Время он написал в документах 15:08. Нехороший человек. Ну, мне это, как бы, я думаю, никакой роли не сыграет. Я уже не хотел там черкать, не черкать. Я быстро собрался, как бы. 10 минут разницы. Ничего страшного. Ну и, конечно же, приехал я, поцеловал ворота. Приехал я в 15:35, поцеловал ворота. И еду на стояночку. И буду стоять до завтра. Спросите, куда я иду? А иду я в магазин. Ну вот. Потому что сегодня футбол, я без пива. Как-то так. Непорядок. А иду я здесь по вершине, потому что там внизу еще обочина грязная. Вот. Ну, в плане, что она мягкая, ну, конкретно просто грязь. То есть я по колено бы пришел в грязи. Поэтому я выбрал себе альтернативный маршрут. Вот, очень даже неплохой. Нормально здесь идется вполне даже. Магазин у меня вон там, вот, где светится заправка. Вот. От моего места стоянки. Ну, сколько тут? Вон, до кольца. Это, короче, километр идти, наверное. Максимум. Так, тут какой-то бурьян повыше стал. Летом, конечно, мне бы туда перебраться, но уже ладно. Летом, конечно, здесь на вершине будут эти все кусты огромные.
Тут уже не пройти. Ну там обочина зато сухая. Спокойно можно идти. Как видели, что в Норвегии ходят без всяких проблем. Вот эти креветки, которые я беру. Вот эти вот конкретно. Есть тигровые. И есть уже чищенные. Но чищенные больше под зажарку хорошо идут. А варить вот эти. И очень они вкусные. Они размером с ладошку каждая. Также вот такой вот соус беру. Под креветки хорошо макать их. Ну и сейчас вам покажу цены на пиво. Так. Значит, самое дешевое вам скажу, наверное. Вот 0,5. Рингес Пилснер. Вот оно, вот это вот пиво. Получается сколько? 20 плюс 2 кроны. 29. 30. Короче, 30 крон норвежских. Банка пива. Сейчас скажу, сколько оно градусов. 4,6 градусов. Все, дешевле здесь пива нету. Вот есть закуски. Тоже под пиво, да, но они стоят тут каких-то космических просто денег. Я даже не хочу знать, что это, если честно. Но цена, правда, за штуку, да, за штуку 259. Кто пробовал такое? Расскажите, что это. Почему оно стоит таких неадекватных денег. Кстати, паста у меня заканчивалась. И получается 125 миллилитров Colgate, да, 125. Вот оно, 24,90 крон. Ну, это чуть больше 2 евро. 2 евро 20 центов где-то будет так по курсу примерно. Я думаю. Вроде цена нормальная. И возьму еще пачку чипсов норвежских. Норвежские чипсы очень вкусные и натуральные. Именно брать ихние, местные. Так, а ихние местные вот такие вот я брал. Паприка, гриль. Вот на гриле можно взять такие вот. Цена вся одинаковая, 24,90 за все. Mexican Style с солью или Mexican Style. Возьму я, наверное... Нет, возьму я обычное с солью. В самый раз. Вот вам состав. Вот смотрите. 67% картошка. Ну что, 4 банки пива, креветки, паста, соус и чипсы. Сейчас скажу, сколько я за это все отдал. В норвежском магазине Рема 1000. Итак, ребята, кто стоит, присядьте, кто сидит, приляжьте. За вот такой пакетик, в котором креветки, пиво, соус, паста зубная и пачка чипсов, я отдал 33 евро. 380 крон у меня вышло. И по курсу, который на сегодняшний день, это ровно 33 евро вышло. Среда, утренний обход. Смотрим, целые ли колеса, мосты ли на месте, ничего ли там у нас не открутилось. Кстати, накаркала я на то, что каждое утро с горячей водой. В этот раз у меня ее здесь нету. Я нахожусь на площадке. Здесь когда-то транспортники лютовали. Но сейчас здесь давно вроде бы они не работают. Ремонт какие-то тут идут у них. Весов нету. Вот. Мне тут... Я сюда приехал, знал это место, что тут рядом, то есть 2 километра мне до загрузки, я быстренько доеду. Раньше, то есть не надо было просыпаться рано. Погода начинает портиться, начинается какой-то дождик моросить. Надо мне очень быстро загрузиться.
и слинять отсюда, чтобы сильно мне не промокнуть. Самое ужасное, что может быть в работе, это загрузка в дождь. Да, я ненавижу дождь и ненавижу загрузки в дождь. Здесь новые весы у нас крутые, со шлагбаумами. Good morning. Good morning, Sundsvall. Yeah, Is it okay? 2 seconds, please. Ага. GDA 75049. GDA. 75049. Okay. That's okay. Окей. Как я Норвега обошел? По красоте. Ну ладно, на самом деле я его не обошел, он будет, скорее всего, грузиться в другом месте. Своей насыпью этой помойной. Вот. Так, ну я, наверное, стану, как всегда. Проявлю инициативу, надеюсь, она меня, сами знаете, что сделает. Ну, обычно становимся вот так вот жопой к тюкам. И буду ждать кировца трактора. Здесь каждый раз приходится гуляться с этими весами. Потому что с первого раза не получается загрузиться нормально. Ну, сейчас уже зима проходит, и я особо перестаю об этом париться. Поэтому гружусь от балды. Ну, в смысле, не от балды. Ну, если я немножко не догружу ведущую, а перегружу заднюю, то ничего страшного. Пока ожидаю загрузку 8 утра, но тут еще никого нету, так как я ее знаю, я на это и рассчитывал, чтобы приехать и стоять позавтракать. Но я не учел одно, что мне придется приоткрыть окно, вот, чтобы разогреть завтрак, а там воняет, да, об этом я не подумал. Но я сюда приехал, потому что туалет на офисе был, вот, и я сходил в туалет, умылся, все как положено. И стою, вот жду, я думаю, где-то к часам 8:30, 8:40 меня только начнут грузить. Как всегда, лишь бы что, по весам. Не попал я, наверное, поеду я еще за одним тюком. Сейчас вот на весах на ровных выставлюсь, потому что, говорю, из-за кривой вот этой вот поверхности постоянно ты то не догрузишь, то перегрузишь. Но сейчас мне мало, мне надо минимум 27 тонн, поэтому буду дозагружать я, наверное. Да? Да, я уже вижу по контрольным весам, что буду, наверное, дозагружать. Итак, весы показали, что у меня 26... Так, Дима звонит, сейчас перезвоню ему. 26 800. Ну, я на прицепе у меня 21 тонна, поэтому я могу себе позволить еще один тюк поставить сзади. Я это сейчас и сделаю. Докинули мне оперативно еще один тюк, но так стало, что у меня двери теперь не хотят закрываться. Поэтому я выбираю позицию себе под то, чтобы закрыть двери. Должно быть все четко. Мне один тюк сзади поставили. Вот видите, сверху собака не хочет закрываться. Вот так это у меня выглядит.
Есть! Закрылась. Все. Так как сейчас стою, 23,5 пишет на прицепе. И 18,2 на ведущей. То есть вполне все хорошо. Но сейчас поедем, сделаем контрольные. Естественно, взвесимся. 23,2 и 18,1 седло. Шикарно. Как раз где-то 28 тонн груза будет. Ну что, результат 28,370. Отлично. Все, мчим в обратную сторону. И вот этот злосчастный тоннель. Но на этот раз у нас встречка едет. Еще одна, что за ужас. Не мой сегодня день. Этот как-то так наваливал, то я решил полностью остановиться. Дорожная неожиданность перед маленьким тоннельчиком. Что-то какие-то ремонтные работы, и мне показали на съезд, в объезд ехать. Мы проедем, посмотрим, что тут у нас. Вот тут связка из двух тоннелей получается. Вот это вот моя дорога, и с той стороны мне не проехать было, короче. Ну, здесь вроде бы дорога нормальная, никого нету. Я так понимаю, здесь городок сейчас будет. Да, городок, в котором я был. Но в целом вот это вот большинство тоннелей, когда-то еще давным-давно их не было вообще. И все вот ездили только вот вдоль скал, обрывов. И вот некоторые есть дороги, проезжаешь, перед тоннелем есть такой съезд корявый, видишь там такую корявую дорогу. Некоторые даже засыпаны уже съезды эти есть. А также некоторые остаются, вот как этот, например, здесь полноценная нормальная дорога. Ну, тут как бы город. А бывают такие дороги, их оставляют как резервные на случай вот чего-нибудь там, проблемы в тоннеле или еще чего-то. И ты вот петляешь такими корявыми иногда дорогами, что просто ужас. Ну, здесь как бы дорога нормальная. Тут какой-то музей. Музей какой-то, вон дракар даже стоит. Ничего себе. Здесь тоже у меня какой-то попандос. Не габарит едет. С какой-то фигней. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Загнули столбик. Это кабель намотанный. Это катушка. Знаки, видите, специально все положили, чтобы он проехал, потому что он бы их посносил нахрен. Широкий. Если бы я с ним встретился на той дороге, по которой я сейчас проехал, там небольшой отрезок, конечно, но там было бы весело, очень весело. Ну да, и здесь даже на этой дороге мы, наверное, с ним бы не разъехались бы. Вот так.
Заскочил на Юнкердаль. Здесь система такая же. Звоним по номеру телефона и нам открывается дверь. На улице дождь. Быстро схожу в душ и поеду на границу. Здесь то же самое. И плитка. Ну, тут еще и духовка в придачу есть. Микроволновка. Какая-то штука стоит. Обеденные столы. Календарь, если кто-то забыл, какая дата у нас. И тут еще тоже у нас с прекрасным видом из окна, так сказать. Кстати, футбол вчера прошел для первой игры, в принципе, нормально. 2-2 на выезде. Поэтому на следующей неделе все есть шансы выйти в 1-2 Лиги Чемпионов. А я пока что ЦМР-очку все выпишу, я забыл ее выписать. Вот. Мне таможенная смс-ка уже пришла, поэтому сейчас выпишу ЦМР-ку и поеду на границу. У нас на вершине тех же 3 градуса, что и было. И идет мелкий дождь. Противно. Никого на границе нет. 5 минут заняла процедура. Страна начала Швеция. Время паузы. Сделать 30 минут паузы. Почему сюда? Тут магазин и туалет. Так. И потому что до следующего паркинга с туалетом я не доезжал за 1:22. Буквально чуть-чуть мне там не хватало. Поэтому я решил приехать сюда. Стану я рядом с этим вот полуавтобусом, непонятно чем. На финских номерах. Так, а на обед у меня будет фасолька. Польское блюдо. Я так понимаю, это вообще суп или что это? Хрен его знает, что это. Жидкость какая-то. Вылью в кастрюлю, разогрею. Да и все. Пошел я в магазин. И скажу так. Я уже как-то говорил это, но цена в Швеции гораздо отличается. Та же сеть магазинов, но вдали от цивилизации цены тут крайне неадекватные. Вот так. То есть, во-первых, лежал хлеб-батон весь от разморозки, не испеченный. И цена там от 3 евро, да, это дорого. Так, в целом, вот пробежался, например, тот же самый творог, который я покупаю обычно в таком же магазине, этой же сети, только где-то, где цивилизация, я даю за большую банку 30 там, наверное, крон. 400 грамм. Здесь он 42 кроны. Ну вот, как бы, да, самый большой пример. То есть зашел, глянул, сметана тоже, обычно там 12 крон, а тут она 15, маленькая баночка. А, собственно, от чего там такие цены большие? Сейчас я вам расскажу, в чем же разница. А все очень даже просто. Жители ближайших регионов к границе с Швецией, именно с норвежской стороны, которая, прикинули однажды, что им-то дешевле ездить, затариваться в Швецию, чем покупать товары в Норвегии. И это не норвежцы придумали, а трудовые мигранты, которые приезжают в Норвегию пачками. Как с Ближнего Востока, так и с Дальнего, и с Азии, с Прибалтики и так далее. А теперь еще и добавились граждане Украины. Естественно, они работают все на низкоквалифицированной работе. Склады, фермы и так далее. Ну и получают, на самом деле, зарплаты там не такие уж и
огромные, чтобы жить в Норвегии хорошо. Поэтому они вынуждены ездить, затариваться в Швецию. Уже в Швеции гораздо все дешевле. На каждой практически границе, не практически, а на каждой, где-то в радиусе 10-20, но этот магазин самый далекий был, в котором я был. Он находится очень далеко от границы, ну, относительно, километров сколько? 50, наверное, 40. Но все равно из Норвегии едут покупать туда товары. И с учетом даже дороги выходит дешевле. Но там, видите, как все покупают аукционное. Там замороженные куры, там свинина замороженная. В основном это все идет по заморозкам. Какая-то категория тех же, может быть, овощей дешевле. Ну, в общем, это все вот так вот они искупают. На некоторых границах, например, как на 12-й дороге с Тронхеймом, где у нас идет от Тронхейма дорога на Швецию, там даже целый комплекс влупили шведы магазинов, чтобы только все ездили из Норвегии и скупали полностью все ихние товары. Ну и на этом шведы зарабатывают прилично, потому что магазин, который находится в глуши, естественно, там мало населения, вот, и оборот магазина маленький. Но за счет того, что из Норвегии ездят затариваться, там оборот становится большой. Вот. Ну, я не уверен, что все, конечно же, считают полностью маршрут и так далее. Тем более, цена вот на товары, которые конкретно нужны были мне в Норвегии, в магазине Рема, например, или Киви, они будут дешевле, чем в Швеции они стояли. Но это как работает? Это же работает так вот на клиента. Клиент приезжает на пикапе, чтобы целый пикап загрузить шведской пайки. В систему Балагет, естественно, тоже нужно заехать обязательно, потому что в Норвегии это все дороже гораздо. И вот он идет по магазину, все скупает. И есть категория товаров, которая у шведов завышенная цена здесь, на северах, на границах. Но человек посмотрит, что, что я буду в другой магазин заезжать, зачем мне это надо? И также берет этот товар и платит за него почти в 2 раза больше. Так работает психология людей. Вот он эту целую корзину выволок. В целом, может быть, ему и выходит это выгодно. Вот. Но и от этого более выгоднее выходит шведским магазинам. Как-то так. Хочу вам поведать новую схему мошенников. Возможно, она не новая, просто я раньше с ней не сталкивался. В общем, я сейчас вам расскажу, как меня хотели подлецы и негодяи развести. Вот. А вы напишите, кто в теме, не в теме, знает, не знает, где-то, может, писали об этом или рассказывали об этом. Короче, ситуация какая? Поступает мне звонок на WhatsApp. Номер белорусский. Снизу под номером подписано оператор А1. А1 это у нас мобильная связь, на которую я, которая у меня белорусский номер, это вот А1. Оператор, да? И он все по фамилии, имя, здрасте, до свидания, туда-сюда. И рассказывает мне, говорит, у вас подходит к концу срок действия вашего договора. Я сразу как-то вопрос у меня, я говорю, а с каких пор у нас в целом он со сроком каким-то? То есть, насколько мне известно, у нас это бессрочные договора. Он мне говорит, что что-то там поменяли, переходит на какую-то новую систему, и теперь вот, типа, будет так. Угу. Я, знаете, сразу как-то так, в это время в голове начинает так все это потиху вариться. Я говорю, ну и что нужно сделать, типа? И он мне говорит, вы можете сейчас зайти в свое приложение А1. Я говорю, да. Ну, типа, заходите. Я выхожу в главное меню с телефона, включаю на громкую связь и захожу в это приложение. Он мне говорит, вот зайдите туда, туда, туда. Там настройки, там данные. Я захожу. Найдите вот это, вот это. И я не нахожу это.
Я говорю, здесь у меня такого нету. Он такой, а вы давно типа обновляли свое приложение? Я как раз не обновлял давно приложения, все, я начал их игнорить. Это последние недели 2, потому что я устал. Это каждый день обновление, то есть это улетает тупо трафик. Я перестал обновляться. Я как-то так дальше вот это варю, он мне втирает что-то и говорит, вам нужно обновить, я вам скину сейчас файл, наше последнее типа обновление, вы перейдете там, скачаете, установите и так далее. Я такой, ну хорошо, типа, что делать? Он в WhatsApp говорит, верните назад в WhatsApp, и там говорит мне, вот это сделать, это, то есть я, получается, разрешил передачу файлов, он не смог отправить файл. И вот я в это время, пока мне что-то там еще втирает, там, что-то там сделать туда-сюда, начинаю вот это все соединять, думаю, во-первых, думаю, какой нахер договор? У нас в Беларуси такого нету и не было никогда в жизни. Ты заключаешь договор с оператором, и он тебе на всю жизнь. Все. Без всяких там каких-то сроков и чего-то там еще. Второе, какого хера мне этот оператор звонит на WhatsApp? Я вот это переварю, потом вот этот файл, который он мне передает вот в этот момент, и начинаю спрашивать, вы получили файл? И я вот это вот все думаю, и мне как раз попадается кнопка заблокировать этот контакт. Я такой, о, очень хорошая кнопка. И блокирую его. На этом наш разговор, этот файл тоже пропал, был закончен. Больше мне никто не пытался перезвонить. И то есть я на 100% был уверен, что это были мошенники, то есть новая какая-то такая фишка. То есть какое развитие событий могло быть дальше? Первое, если бы я скачал этот файл, установил, там возможно было бы даже, что было какое-то копия приложения А1, это мобильное, да? Но это не точно. И у меня бы просто, например, там взломали бы телефон, все мои данные и так далее, там, фото, видео, все что угодно. Второй, что, возможно, в процессе начали бы выводить, что вот так, вот это приложение, вот тут, там, туда-сюда, и теперь там вам нужно за договор заплатить там какую-то там, например, может быть, даже какие-нибудь копейки, там, например, это были бы, но в процессе этого бы, возможно, каким-нибудь образом также вашу там взломали бы банковскую карточку. Я, то есть, не знаю, как там они обычно это все у них происходит, но вот что-то было бы в этом роде. Поэтому будьте бдительны и передайте это своим родным и близким. Вот. Потому что мне ранее такая схема не была знакома. Значит, откуда мой номер взяли? Два варианта. Либо это тупо слив белорусской мобильной сети А1, то есть кто-то разглашает личные данные клиентов. Либо, ну, так сложно, знаете, угадать. Если номер, например, мы могли взять в Фейсбуке, там он был указан, как WhatsApp мой вот этот номер белорусский Волком, А1. Когда-то просто он был Волком, стал в итоге А1. Вот. Я думаю, больше склоняюсь, что это конкретно кто-то в этой компании сливает данные клиентов, и вот так вот пытаются развести людей. Что думаете по этому поводу, напишите в комментариях. Я уже соскучился по нашим друзьям. Думаю, где ж вы все ходите? Так, вот ты страшный. Рога в каких-то непонятных штуках. Ну и? Долго вы будете передо мной бежать? Они мне на собак иногда напоминают. Я добрался до города Хотинг. Мне еще 2 часа вождения на сегодня. Но пока нужно заправиться. Осталось у меня 11% топлива и 26% от Blue. Я заправлю полный бак от Blue. И 1 полный бак топлива. Вот такая вот у нас скромная заправка здесь имеется. Здесь хорошо, что уже все растаяло, потому что еще когда я отсюда уезжал,
Здесь все было подо льдом. И становиться можно было только на одну сторону, противоположную, потому что в ту сторону горочка есть. Вот. То есть спуск. А на спуске можно спокойно... Так, где наша AdBlue? AdBlue у нас далеко, ладно. Вот так мы достанем до AdBlue и до топлива. Чувак, наверное, заправку propustil. Terminal stand. Hallå! Hej, Precis, vänta lite grann så man startar. do you speak English? Lite. Wait lite. Aha. Ага, окей. Terminal closed. Угу. It's problem with the pump. I have fixed it, I think. Угу. Now you can. Thank you. Number 6. 6, окей. Six. Yes, thank you very much. Такую вот бумажку мы заполняем. Вот. У нас дата, километры, место, дизель AdBlue. Здесь лимит у нас по картам выходит на разных заправках, на некоторых до 10 тысяч крон доматывает, а на некоторых только до 9. Вот на этой, по-моему, до 9 доматывает. То есть у меня полный бак не выйдет, но я и не буду больше переключаться. Мне хватит того, что у меня заправится. Там я потом, если что, где-нибудь еще заправлюсь. Вот, оно догнало до 9 тысяч крон и ошибку выбило. Did you found something? It's fuel? Not full, no, it's good. It's good. Yes. But I need AdBlue. This I think. Mhm. Let's go. Yes, Yes. thank you. Короче, что-то подглючивает у них тут, наверное, колонка. И вот чувак это работает здесь. Здесь мужичок есть старый, но его я вот первый раз здесь вижу. Вот он контролирует процесс, ну, как бы, это очень так хорошо, когда человек какой-то что-то вам помочь чем-то может. Итак, среда подошла к концу. И вот взялся я даже распечаточку, посмотреть, сколько я проехал. Проехал я за сегодня 732 километра. Это у нас 9 часов 50 минут вождения. 13 часов вышло у меня общего времени. То есть в этих 13 часах наши почти 10 часов вождения, загрузка и там 2 паузы по 45 минут и заправка еще была. Вот такой вот вышел денек. Сейчас у меня стартанул я в 7:45, если быть вам точным. И остановился вот сейчас, закрываю смену, 21:09. Точка, страна завершения, Швеция. Вот так. Да, и стою я в кармане обычном. То есть вот в таком вот кармане. Рядом только лес. Вот. Там какой-то домик впереди. Ну и здесь домик тоже, но тут, походу, никто не живет. Я мог, конечно же, где-то остаться, не доехать, например. Но у меня бы возникли бы проблемы на завтра и на послезавтра. То есть, так как я план примерно свой знаю, поэтому пришлось вот мне стоять сейчас в кармане. Мне остается
90 километров до разгрузки. Вот. И утром проснусь, если я просплю до самого отъезда, то доеду 50 километров до туалета, умоюсь, опять-таки в теплом туалете. Вот, и поеду на разгрузку. Да, они, которые работают, и там, в карманах я стоять не буду, то есть, когда там один раз нужно в месяц стать в кармане, но тоже возникают. Там шум, там я не засну, то есть, в целом, я считаю, если вы от шума какого-то постоянного, малейшего шороха просыпаетесь, то дальнобой это не ваша профессия. Вот, вам нужно что-то найти поспокойнее, где вы будете дома каждый день спать в кровати. Ну, а здесь это часть работы, и стоять даже вот в таком месте, то есть, ну, мне это сейчас выпало в кармане стоять, чтобы вам не соврать. Ну, я не знаю. Я, честно, забыл, когда я стоял в кармане. Наверное, в том году, там, может быть, по осени когда-то там где-то один раз я также вот стоял, где-то до куда-то не доехал, там, или что-то вот еще вот такое в этом роде получилось. Вот здесь, в Швеции, в северной части, здесь это абсолютно безопасно стоять, без всяких проблем. Стойте спокойно. Никто вас здесь не тронет. Вот. Ничего в этом страшного, в принципе, тоже как бы нет. Если это у вас, да, не каждый день. То есть, вот о чем как бы речь идет. Вот. Ну все, мы передвигаемся плавно в четверг. Вот оно и утро, ужасное утро. 5:57 утра, мне еще 10 минут, я только проснулся. Еле я по будильнику встал, долго я его слушал. Хорошо, что по нему невозможно заснуть. К сожалению, не могу вам дать его послушать, потому что влупят мне сразу авторские права. Значит, проснулся, почитал комментарии, меня тут спрашивали, как же называется моя пшикалка для чистки этой самой обивки, вот этой вот всей движухи, потолков, стен, сидений, можете без проблем. К2, вот запоминайте картинку. Тут русского нету. Русского нет. Пшикаете, вот. Где-то тут, ну, видно вам, не видно. Короче, пшикаете. 1-2 минуты ждете, и потом влажной микрофиброй, чистой, это все дело вы вытираете. В общем, оно выгоняет эту всю грязь. Вы так немножко потерев, когда сильные засоры. Может быть, 2 раза придется это делать. То есть, да, русского нету. 2 раза, может быть, даже придется, потому что потолок, когда я оттирал в той старой, я фотку скидывал, смотрите, во вкладке сообщества в YouTube, я скидывал фотки результата, когда у меня был старый грязный потолок. Я, когда так рано просыпаюсь, не завтракаю, потому что, ну, не могу я просто завтракать. У меня завтрак начинается там с 8 часов, поэтому я сейчас еду в первую очередь в умывальник, то есть до стоянки с водой. Затем я еду выгружаться, затем загружаться. И затем я только заеду, во-первых, в душ, после этих загрузок-выгрузок на мусорках. И в душ и возьму кофе. Вот. Бесплатного кофе. Поэтому план у меня на утро такой. Вот. Значит, как видите, место спокойное, даже слегка пейзажное. Нормально я здесь успешно отстоял, без всяких проблем. Ну что, обойдем машину и поедем. Да, здесь дорога. В большинстве случаев встречаются лесовозы. Значит, по поводу стекла тоже вопросы были. Стекло треснуло не при мне. Как оно треснуло, я не знаю.
То есть где-то попал камень, где-то... Вот это тут полеты у меня, ничего себе. Где-то перепад с плюса на минус был, что-то такое. В общем, оно и треснуло. Поменяют его, когда поеду в Польшу на ТО. Кто, может, замечал, когда завожу, мне показывает уже минус ТО. Поэтому пора уже на ТО, скоро она и поедет. То есть сейчас ждем информацию по мне по поводу вида на жительство. Ну и чтобы как-то это все вместе совместить, чтобы и я с пользой съездил на Польшу, и тягач съездил также с пользой на Польшу. Конечно же, транспортникам лучше не попадаться с этим стеклом. На первый раз дадут предупреждение и сделают пометку, что мне нужно поменять стекло. Вот. На второй раз уже, естественно, выпишут штраф и, возможно, поменяют его мне в Норвегии. Обычно это так работает. Значит, про что-то там еще был комментарий у меня. Сейчас я вспомню. Или не вспомню. В контру в какую играю? Я не знаю, там новая, последняя самая, которая контра. Вот, в нее я и играю. То есть, потому что это через Steam. Более там старую версию вы никакую уже там не можете купить. Вы покупаете самую последнюю, играете онлайн. Онлайн играется хорошо, когда в рейсе вот хорошее соединение с интернетом. Вот, лучше всего, когда 5G. Тогда вообще как бы скорость хорошая, пинг тоже хороший, ничего не тупит, не глючит, поэтому можно нормально вот играть. Также по поводу ремня спрашивали, когда там пищит, не пищит. Да, он на табле всегда говорит, что он не пристегнут. Я не пристегиваюсь их, то... Ну, пристегиваюсь, не пристегиваюсь в зависимости от ситуации. Вот. Когда я просто еду по дороге, по лесу, то нахрена мне быть пристегнутым, я не могу, мне натирает плечо. И это дело лично каждого. Пристегиваться, не пристегиваться и так далее. То же самое, я об этом говорил, кто меня смотрит постоянно, те в курсе. Вот, что штрафы платить все только мне, в случае чего. Почему конверты, а не молотки? Я так понимаю, речь идет о мануальном вводе. Потому что есть конкретное описание у всех транспортников, что такое молотки и что такое конверт. Молотки – это работа, которую мы, находясь за рулем, выполняем. То есть мы стоим на заправке, мы стоим под рампой, на рампе и так далее, и так далее. Конверт – это иная работа, не связанная с грузовиком. То есть как добираться до грузовика и добираться до дома, например. Добираться до отеля, добираться с отеля. Так объясняли нам, когда я учился дважды на 95-й год. И по поводу также распечатки был вопрос. Типа Таха на русском, как смотрят транспортники. Таха на всех языках, поэтому транспортники всегда смотрят на том языке, на котором им эта информация нужна. Вот. Информация здесь на русском, это лично для меня. Вот, а для, еще раз повторю, что для транспортников немцы, шведы, Норвегия, они все на своем языке все себе делают и все смотрят. И больше там им надписи им не нужны, им там символ, время, там им компьютеры ихние, когда они проверяют Таху, показывают ошибки автоматически сразу, загораются там, где надо. Ох, лесовоз хороший, меня решил пропустить, молодец. Молодец. Все, катимся. И вот еще поясню вдобавок, чтобы все понимали, почему мне нужно было вчера максимально выгнать. Сегодня я спокойно доезжаю до выгрузки. То есть я сейчас выгружусь, загружусь и спокойно доеду до выгрузки. И завтра, в пятницу, с чистым временем я выгружусь и поеду грузиться на основную нашу загрузку. И то есть, я так все к чему веду, что опять я в субботу поработаю немножко. Возможно, уложусь в
смены, то есть 4,5 часа. И в понедельник я также проеду только 4,5 часа. Вот я к этому и выгнал. То есть 2 дня рабочих я сокращаю. Выгоном вот этим вот, который пришлось сделать почти в 10 часов. Поэтому так как постоянный маршрут и дорога, но маршрут у меня будет немножко другой, но суть будет та же. Что все делается наперед и на будущее, чтобы больше отдохнуть, нормально отдохнуть и меньше вот несколько дней работать. Вот. А так бы получилась бы каша на кашу. И там пришлось бы вырабатывать все время, там пришлось бы вырабатывать все время, там пришлось бы вырабатывать все время. Зачем оно мне надо? Здесь каждый сам решает, как ему работать. Хотите не ехать, не едьте. Вот. Хотите ехать и думать, пожалуйста. Вот. Хотите не думать, а просто как робот тут ездить монотонно, тоже это каждого личное качество. Шведский мини-школьный автобус. Здесь у них в более глухих регионах катаются вот такие бусики. Бывают автобусики небольшие. В основном, то есть все они желтые. И сверху у них табличка «Дети». Вот. И от дома к дому эта машинка собирает детей и возит их в школу. Да, тут есть у них такая система. Мне как-то нужно его, наверное, обогнать. Он как-то ехал непонятно до этого. Я к нему подъехал, он начал ехать быстрее. Вот я не люблю таких вот, которые непонятно как едут. Шведская лыжня. Спуск перед Сунсвалом. Здесь зимой, конечно же, огромное количество людей. Спустя час только я добрался до туалета. Что-то я неправильно посчитал вчера расстояние. И до горячей воды. Какие у нас экземпляры стоят. А место как раз для меня, прямо под самым толчком. Покоряю я подъем, который ведет на выгрузку. И обратите внимание, какие заселенные обочины. Да еще и на дороге, конечно же, осталось. Все в камнях. Это сколько здесь было подсыпки за зиму. Сколько камней тут нафигачили. А здесь же, так как я все знаю, то я спокойно, не заезжая на весы ни на какие, мне они не нужны. У меня есть тикет с прошлой загрузки с весом. Я беру только все документы и... То есть ЦМР-ка там с этим... с чеком, с остальными документами и иду на офис. Good morning. Morning. Good morning. Morning. Bekulen. Yes. 2170 big marks. 70. Yes. Big marks. Okay. Thank you. Thank you. So, Thank you. thank you. Have a nice day. Bye. Печать, роспись. И здесь половина из этих документов просто макулатура, которую я использую потом на подносе. Так, ну я надеюсь, там машин других нету. Я сейчас быстро выгружусь. Запишу. Мы ведем такую таблицу специальную.
дата, прицеп, места. Что мы делаем тут? Загрузка, разгрузка, 45-ка и, естественно, спидометр и время. Вот у нас сегодня 11.04, мы в Сунсвале. Сундсвал. Разлад, это по-польски. Разгрузка. И километры мои. О, машет. Поехали. Время будет у нас, пускай, 8:30. Время, я имею в виду, конца разгрузки. Очень часто пробивают на этих всех свалках себе колеса. У меня также было несколько раз, что я пробивал на прицепе в основном колесо. И вот у нас наша машинка, коллега, тоже вот в Бодо он загрузился, выехал, и на Юнкердале, на стоянке, куда я заезжал. Блин, вот надо мне вот возле этой помойки стоять, ужас, ну. Неужели другого места не было? Ага, ну хорошо, я понял тебя. Да, короче, он выехал на Юнкердале, увидел, что у него спускает колесо. Приехал к нему туда сервис, поменяли ему колесо на прицепе, и он поехал дальше. Приложение также нужно закрыть, что я выгрузился. Все. Осталась одна у меня моя загрузка. Как видите, у меня новый аксессуар на руке. Я просто про него всегда забываю. Это мне невролог рекомендовал надевать при каких-то малейших даже нагрузках. То есть вот загрузка, разгрузка, где-нибудь там что-нибудь там делаешь, там, в общем, носить его, надевать. Но я про него забывал все время. Поэтому я его решил носить постоянно. Вот, собственно, так. И мы подъезжаем сейчас на загрузку. Фирма Стена. Будем грузить макулатуру. И здесь у нас есть два заезда. Один с большими весами, а другой заезд с маленькими весами. Я привык ездить через маленькие весы. И сейчас мы через них также проедем. Там процедура будет состоять, что мы заезжаем на весы тягачом в начале. Вот здесь первый заезд. Я сюда буду выезжать и ждать здесь документы потом. А еду на заезд туда. И сейчас стану на весы, и там есть номер телефона, по которому мне нужно будет позвонить, продиктовать референс-номер. Вот. И мне скажут: все, тягач взвешен,
становитесь прицепом, я стану прицепом. И на этом процедура будет закончена, поеду загружаться. С 7 до 15:30 не работают, но на загрузку, если вы приезжаете в 15:20, вас уже никто не примет. Так, номер телефона. Я где-то звонил. 010. Только тягач, чтобы у нас на весах остался. Все. И звоним. 010 445 90. Вот я уже звонил. Это шведский номер. Поэтому я звоню без кода, так как у меня шведский Теленор. Står du redan på vågen så ber vi dig att vänta kvar tills det är din tur. Välkommen till Stena, det är Linnea. Good morning, loading to Norrköping. Norrköping? Yes. Yeah, okay. Do you have any reference number? 8945. Yeah, 8945. 8945. Yeah, okay. I have taken the first weight, so you can move forward and put the trailer on, please. Yes, okay. Yeah, okay. And now I take the second one. Perfect. Do you know where to go? Yes. Yeah, perfect. Okay, so hear you soon. Okay. Yes, thank you. Bye. Yeah, thank you. Bye. Вот так. Наше место загрузки. Ух, сейчас пылище пройдет, и я пойду открою ворота и сяду обратно в машину. Короче, у них вначале трактора что-то они эти свои ковыряли. А затем, я так понял, у них начался, это не обед, а кофе-пауза, потому что время у нас... Я простоял 40 минут, 9:20. Меня еще ни капельки не загрузили. И вон я там вдалеке видел, пошел мой водитель погрузчика, который в теории должен меня грузить. Надеюсь, скоро начнут. Я за это время уже успел позавтракать, потому что ждать я не мог. Опасно это будет. Гол, бля! И это просто не понимаю, как... Ёпт, да меня уже загрузили. Это результат сортировки мусора в Швеции и Норвегии. Дальше эта бумага идет на переработку, из нее делают обычную бумагу.
что получается? Один лишний. 24,5. Не, все нормально. Все нормально, оно будет где-то 20, как раз 24. О, я говорю, вот пришел 23,8. Короче, нужно выжидать, потому что некорректно у меня пляшет. А сейчас в самый раз то, что доктор прописал. Так, ладно, я сворачиваю свои игры и еду на весы. И как всегда, утром шикарная погода. Дело к обеду и говно дело. Да, идет дождь. Ну, хорошо, что мне сегодня выгружаться не надо. Завтра только. Надеюсь, завтра дождя не будет. Потому что там на территории, когда выгружаешься, если идет дождь, то ну его нахер. Там такая грязища. Поэтому буду надеяться на лучшее. Ну, а я уже съезжаю с четверки наконец-то. Не заснул я чуть, пока ехал по ней. И сейчас заеду в торговые центры. Сделаю паузу 45 минут, схожу в продуктовый магазин и в туалет. Так, что-то я там с дороги посмотрел. Занята площадка, на которой я обычно стоял. Поэтому буду сейчас смотреть поближе к магазину. А там, короче, развернули. Я говорил, что шведы начали резину менять. И вот там тоже развернута вот эта вот палатка. Сейчас я вам ее покажу, в принципе, проедем. А вот, собственно, вот такие вот места, где меняют колеса легковым. Да, слушайте, тут почти пустая вообще площадка. Я без проблем сейчас сюда заеду. Я так и стану, и прямо вот на выезд туда потом и выеду. Вот так. Вот вам цены. Все в кронах шведских. Вот огурцы на акции 2 за 28. Вот свежий хлеб хороший. Но его надо быстро съедать, потому что черствеет. 25 крон за штуку. Багеты 2 за 20, тоже дешевые. Быстро надо съедать. Сметана вон по акции 25 крон за большую банку. Возьму 32%, я всегда такой беру. И творог мне нужен. Вот он и творог. Значит, маленькая банка 15,50, 250 грамм, а 500 грамм 26,50. То есть разницу вы ощущаете, да? Сразу можно 2 банки смело брать. Ну-ка, даты, что с датой там написано по-шведски. До 12.04, но мне как раз сегодня его съесть. Ну что вы думаете? Ни хрена не купил и 150 крон. Вы не доположь. Сейчас еще 2 банки пива. Отдам 3 евро. Брау. 2 баночки. Снимал я уже в этом магазине видос, как я тут ел. В этом вот заведении. И 37 крон я отдал за 2 банки пива. Вот вам, считайте. Ну это как бы я брал из такой выше средней ценовой категории. Шведское пиво можно взять дешевле. Например, за 30 крон за 2 банки. Что ж, немного получше к вечеру у нас погодка стала. Время 17:20. Я же подъезжаю к фирме разгрузки, но она уже сегодня не работает, поэтому выгружусь я уже только завтра утром. Мне нужно будет в 6:30 прийти на офис и заехать, чтобы пораньше. Там уже будут шведы караулить под воротами. Вот, ну а я же буду со стоянки выезжать, то первому не получится никак, потому что шведы тоже хитрые. Я не знаю, во сколько они приезжают и становятся под ворота, чтобы их хотя бы первыми выгрузили. В прошлый раз я был 3-й. Вот посмотрим, какой я буду в этот раз. Ну и здесь раньше, когда я впервые приезжал на эту фирму, то была грязная стоянка, не асфальтированная. Ну а сейчас я уже не знаю, сколько лет, может года 3 тут. Асфальт, все нормально. Можно. Хотя, подождите, это я в Гидлите был. Ух ты ж.
Я и забыл, что существуют железнодорожные переезды вообще, и они еще и работают. В Швеции была однажды ситуация такая тоже. Кстати, на 45-й дороге подъезжаю, стоим. Сзади машина подъехала еще. На встрече машина стоит, стоим. Ну, а тоже железная дорога какая-то, ну, мертвая, там, может быть, раз в год кто-то проезжает. Стоим. А там не было этих самых шлагбаумов, только светофор. Вот. Ну, короче, первый швед сам меня объехал, говорит, я поехал. И поехал. Ну, и мы все таки поехали. Ну, вот. На выходные как бы здесь не вариант, так как душа нету, КПП закрыто. Ну, и, в принципе, туалета на улице нету почему-то. Хотя компания большая, стоянка такая хорошая, асфальтированная, мусорка. Ну, туалета почему-то не захотели они ставить. С пылу с жару, ужин готов. Вот вам. Кто не верит, как дальнобойщики питаются, вот так вот питаются. Всегда лосось на ужин. Шикардос. Но это только в Скандинавии. А в Европе ролики с пюрешкой заходят на ура. Все, сходили, зарегистрировались и спокойненько заезжаем. Что ты будешь делать? И, кстати, если бы сегодня не дозагрузка, то я бы всю неделю отъездил бы без навигатора. Ну, потому что одно и то же, и просто с закрытыми глазами уже можно ехать. Оно даже прикольнее ехать. Ну, и смысл на навигатор смотреть, когда ты знаешь, куда ехать. И оно лучше ездить. Во-первых, голова работает. Вот. И, во-вторых, быстрее пролетают расстояния. А когда ты едешь и пялишься в навигатор, то тянется время, особенно когда вот по таким вот дорогам ездишь. Вот. По таким дорогам я не люблю ездить, но приходится периодически. Закончилась у меня память на камере, не знаю с какого момента, что я там снял, не снял. В общем, продолжаю, что все, два прицепа под рампами. Грузят обои, все хорошо. Вот, я подбил документы пока что. Ну и сижу, жду. Сейчас, получается, я со вторым прицепом, который нужно загрузить, я под ним стою, то есть его загрузят. Я вот гоню на стоянку, и только потом я уже поеду под свой прицеп, там, то есть загружен будет, не загружен. И также я взял пейджер, что когда будут документы готовы на мой прицеп, то он запибикает, и я уже смогу выезжать. Ну вот как-то так. И потом я еще поеду на 2 загрузки. Мне еще одну добавили. То есть там 2 коробки на одной. И там сколько-то там я не смотрел. Добавили мне какую-то фигню. Где она? Вот она. Вообще не написано никакой информации. Написано, что открыто только с 7:30 до 16:30, с 12 до 13 обед. Выгрузка в уме будет. Ну, посмотрим, короче, что там будет. Все, вот последний мой палет. 2 позиции, вот эта штучка и палет. И все, отправляемся в путь. Быстрая была загрузка, пару минут. Так. Ситуация такая. Мы загружены. Сейчас я выпишу эту цимерку на предпоследнюю загрузку. И у меня рабочее время до 21:26. Сейчас у нас 15:00. Время вождения осталось 6 часов. Что ж, домчался я до стоянки. На такой вот заправке Star. Отработал я 15 часов. И 10 часов вождения. 2-я десятка у меня вышла за неделю. Это так развлекается шведская молодежь. Проснулся среди ночи, что уже дубак какой-то. Представьте себе, забыл включить автономку. Ужас какой.
6:30 утра. Погодка, кстати, очень хорошая. Свежо. Но, знаете, ощущение, когда днем будет уже первые такие теплые дни. Но, правда, это у нас центральная Швеция. Сегодня, если я не знаю, доеду до Уме или не доеду, посмотрим, какая погода будет там. Что там, мосты на месте, нормально все. Кстати, тут у меня интересный такой мост, квадратный, с каким-то еще... ну это уровень, наверное, выставляется. Вон тот вот клапан стоит какой-то, с ручкой какой-то. Что это такое? Ну-ка, спецы, расскажите. Вот вашему вниманию срач, который за собой оставила чисто шведская молодежь. Вот так. Сейчас мне нужно проехать 50 километров до цивилизованного туалета с умывальником, с горячей водой. Возможно, также набрать воды, если там будет, я не помню просто, есть она там или нет. Это я уже выеду на дорогу 4. Вот. Ну и там уже просто по прямой буду ехать на Умею. Залетаем на стоянку. Сходить в уборную, посмотреть, где там набрать воды. Но я, насколько помню, здесь есть где набрать воды. Вот. В процессе поставлю чайник, позавтракаю и поеду дальше. Да, вот изменение маршрута у меня. Где-то нам нужно стать поближе к... Изменение маршрута. На следующем повороте налево. Изменение маршрута. Так, вот здесь вот вода. Здесь вода. Да. В первую очередь наберу воды. На завтрак у меня будет творог. Творог с кофе. Творог я делаю по фирменному рецепту. В смысле, не делаю, а подготавливаю к употреблению к пище. Так, для этого мне нужно будет мое какао. Значит, сейчас мы это все быстро обтяпаем. Сахар заканчивается, кстати, надо будет купить на следующей неделе. Так, здесь мне больше ничего не надо. Это есть, это есть. Все остальное у меня в холодильнике. Значит, пока я бодяжу тут свою, да, пайку, хотел тему такую поднять, я все забывал про это. Заметили ли вы, кто работает в Скандинавии, в частности в Швеции, что, внимание, вопрос, пропали зеркала на заправках, в туалетах и в целом даже не только на заправках, а и на лесных паркингах? Как вам вопросик такой? В чем это прикол? Я это начал замечать давно, но как-то все забывал про это. И сейчас в очередной раз я захожу в туалет, цивильный туалет, вопросов нет, все круто, все чисто, все красиво, птички поют. Но нету зеркала, понимаете? И это сейчас по всей Швеции такое делается, то есть вот, ну, из-за чего это просто интересно. Значит, как я и говорил, творог банка уходит у нас на 2 раза. Вот. То есть первый раз мы едим с миски, а второй раз прямо с банки.
чтобы потом не мыть миску. Все продумано до мелочей, не думайте. Затем, так, сюда добавить молока. Молоко это надо уже допить, пора. Когда оно уже испортится, я жду каждый день. Когда у меня не этот самый, в кофе оно свернется. Нет, еще нормально. Ну все, тут уже грамм, я его выкидываю. Так. Значит, берем сметану. Открываем. Сметана шведская крутая, конечно, базара нет. У нас сейчас в Беларуси такую редко найдешь. И валим сюда. Ну, можно раз, два, три огромные такие вот чайные ложки. Есть. Есть. Закрываем. И затем вы уже догадались, что в это все... Так. Сюда, сюда. В это все я насыплю сейчас своего какао. Значит, смотрите, какое какао. Оно продается в Лидлах. Лучше его я не нашел. То есть оно подмороженное идет летом. Просто бодяжу с молоком холодным тоже летом, как коктейль такой у меня получается. Вот. В кофе я его херачу, чтобы мне вкусненький напиток был. Когда надоедает стандартный чай, стандартное кофе. И также я вот это вот делаю такой вот микс в творог. Творог со сметаной и с какао. То есть он дает вкус, сладость немножко. Кайф. И все. Завтрак чемпиона готов. После этого огромного красивого моста мы с вами заедем на паркинг сделать паузу. 30 минут. И здесь, конечно, крутые пейзажи по обе стороны. Заглядеться. Льды растаяли. Температура плюс 10. У нас сегодня 13 апреля. Последний рабочий день недели. В северной части еще дальше севернее. Все, что будет подальше от берегов. То есть вот наша Скандинавия. И вот в этих частях, как бы, тут более горный хребет идет. Там зима еще будет у нас до конца мая. Ну и следующая рабочая неделя тоже будет. Точнее, будет более, я думаю, интересней в плане разнообразия дорог. Потому что поедем мы там немножко разными кустарными дорогами в сторону выгрузки. Затем какие-то у меня периодические проблемы с камерой, что она просто берет и выключается. Я вот это вот меня злить начинает немножко. Изменение маршрута. Я, кстати, никогда в жизни на этот паркинг не заезжал. Идти направо. Огромное количество раз я его проезжал, но так ни разу и не заехал. Как на той стороне, так и на этой. Ну, на той стороне, может быть, я как-то и заезжал, но на это я точно ни разу не заезжал. Повороте направо. Так. Изменение маршрута. Изменение Выполните маршрута. разворот прямо. Где это Здесь возможно? кемпинг. А где для грузовых вообще что-нибудь? Не совсем непонятно. Ну, так, ну туда дальше нету смысла мне ехать, походу. Автобус. Автобус. Какой-то странный паркинг. Изменение маршрута. Да подожди ты со своим изменением.
Изменение маршрута. Я не могу тут понять, где для грузовых. Изменение маршрута. Так, ну допустим, я сейчас здесь развернусь. Кто-то бордюры тут уже равнял. Выполнить разворот прямо. Где это возможно? Ладно, пока я ничего не понимаю, я стану здесь, так как место есть. И модную фотку даже можно будет сделать с мостом. Так. Ну. Пойдем в разведку, разведаем этот паркинг. Что там да как. Как-то так. Что ж. Посмотрим на пейзаж. Охрененная обзорная площадка. Я тоже очень даже неплохо стою. Там дальше площадка для кемпинга. И там как бы стоит знак для кемпинга. Ну, в теории-то можно заехать, конечно, и развернуться там. Ну, должно быть что-то официальное, я думаю. Я не знаю. Пройдем сейчас до конца. Попробуем разобраться. Возможно, я могу предположить, что когда-то здесь первая вот эта вот площадка, пока не поставили электрозарядки, она и была для грузовых. Вот. А сейчас ее нету. А здесь вообще целый отель с музейным вот таким вот мотоциклом. Хотель Хога Кустон. Тут вон туалетер я вижу. И там магазин с сувенирами. Очень интересно. Ну тут отель с рестораном, короче, да? Вау. Как тут все прикольно. Там, конечно, с видами такими крутыми. Места шикарные. Так, ну мы пойдем дальше в разведку. Пойдем мы в магазин. Посмотрим, что там с сувенирами. Вот без этой петушни можно было бы как-то, ну, обойтись. Неужели нельзя? Курцы, меха. О, шапка. Может мне такую шапку купить? Хоп, такой. Чик. И погнал, да, за рулем. Нормально такой куртец, тоже мощный. Цену вам сейчас скажу я на него. 270 евро. Даже может быть меньше по курсу. Все однообразные, такие чисто ковбойские. Ну это вообще какая-то крутая. Что по цене? Слушайте, цены, я вам хочу сказать, адекватнейшие на такие вещи. Я так понимаю, это, ну, оригинал такая кожа, да? Мощная, дубовая. Ну, вот коврик в машину можно, кстати, подобрать. Тоже, возможно, из чего-то натурального. А из чего, хрен его знает. Ну, цены 1100 крон. Тут что-то там 1100. Ну, вот такие. О, смотрите, какой красавец.
стоит лось. О, смотрите, какой крутец. Под шапку туда. Нормально буду выглядеть? Как думаете? Цена 240, там 230 евро. Так. Пуш. Вот местные поделки разные. На сувениры. Прикольный магазинчик, рыба. Благовония разные, чаи. О, тяжеленькая такая, повесить в кабине, что ли. 350, 33 евро там, плюс-минус. Так, ну здесь бижутерия всякая, бусы, камни, болты. Ой, где моя рука вообще? Ну, разные. Я не знаю, с чего это сделано. Вот вам. Переводите. Кто переведет, напишите в комментариях. О, шапки тут разные, какие хотите. Хай. Так, ну и все. Вот еще шапки. Короче, шапок выбор огромный. Ну что ж, пойдем мы дальше. Нашел старт для прохода на смотровую площадку, но здесь очень все стрёмное, все подо льдом и очень скользко. Мужик постоял, посмотрел и подумал, что ну его нахер. Да. Старт. И куда же он ведет? Этот старт. Не знаю, куда я вообще иду. Но куда-то я иду. Ага. Залезем повыше. А? Не зря я сюда забрался. Зацените. Пожарить мяско, да? С таким пейзажем козырным. Шикарно просто. Фух. Такая вот у меня субботняя тренировочка. Здесь еще тоже местечко. Че, почитаем, что тут пишут. Ну, русских пока слов не вижу. В основном обозначения, кто, что, откуда, куда. И как всегда я с собой не взял ничего, чтобы начертить. Углем, что ли, взять, да? Сейчас поищем. Ну-ка. Так. Где у нас тут место посвободней? Надо же так, чтобы все видели. Ай-яй-яй-яй. Все занято, все занято. Снаружи не рисуют случайно? Ну, как бы рисуют. А я знаю, где я нарисую. Вот тут я нарисую. А? Отлично, просто. Зато все будут знать, что и откуда, и кто. Подбираюсь я к базе ACX.
Уме еще небольшая зима, речка не размерзла. Но температура плюс 8 в городе. На обочинах снег лежит, конечно же. Сейчас посмотрим, на базе ACX будет там гора снега лежать, которая была или растаяла уже. Ну и время полтретьего. Поэтому почти до обеда я буду, наверное, стоять. Или, может быть, 45-ку не буду делать. Посмотрим, короче, как все сложится. Потому что много дел у меня на понедельник. Ну что, друзья, вот и подошла неделя к концу. Сегодня у нас суббота. Поработали мы 6 дней. Пробег у меня 3012 километров составил за эту неделю. И 46 часов вождения. Ой, 43 часа вождения получилось у меня. Вот, собственно, такая вот и работенка. Все, пишите комментарии. Удобно сейчас будет отвечать на них. В процессе читаю, снимаю. Вот, значит, кому не ответил в этом видео на ваши комментарии, отвечу, значит, в следующем видео. И все, начинаем мы с Умеи в понедельник. До новых встреч, всем пока.